Все мы знаем о том, что лидерами в разработке и производстве авиации, начиная с середины прошлого века, считались в первую очередь наиболее развитые европейские страны СССР и Россия, и, конечно же, США. В последние десятилетия многие азиатские государства, ранее занимавшиеся лицензионной сборкой чужих самолетов, стали создавать свои собственные изделия. Навряд ли бы это кого-то удивило, если бы не одно «но». Эти изделия в достаточно короткий срок стали известны и даже снискали славу по всему миру. Одно из таких изделий – семейство беспилотных летательных аппаратов «Байрактар», разработанных и произведенных турецкой компанией «Байкар». Чтобы понять, как и почему этот летающий аппарат появился на свет, необходимо отправиться на несколько десятков лет назад. В середине 20 века весь мир знал, что Советский Союз не только имеет самые крупные военно-воздушные силы, но и периодически создает самолеты, впоследствии становящиеся легендами, и по своим параметрам очень часто попадающие в книгу рекордов Гиннесса. МиГ-15, МиГ-21, МиГ-29, МиГ-31, Су-27. Каждый из этих самолетов является символом своей эпохи, а слово «МиГ» стало культовым для многих людей во всем мире, включая наших оппонентов. А что Турция? Конечно, можно рассказать о том, что Османская империя еще в начале 20 века приобретала передовые самолеты в Европе, готовила кадры и старалась весьма серьезно относиться к развитию у себя авиации. Но тем не менее первым серьезным и даже глобальным штрихом, положившим начало развитию Турции как авиационной державы, стало вступление в НАТО в 1952 году. Турция являлась южным соседом СССР, и в реалиях холодной войны такое расположение для США имело стратегическую важность. Вообще все, что располагалось вокруг СССР, для Америки имело важное значение. НАТО, помимо просто присутствия там, в той или иной форме давало странам-участницам доступ к передовым военным и авиационным технологиям. И неудивительно, что вторым штрихом, уже более конкретным и целенаправленным, стало создание в 1973 году под эгидой Турецкого министерства промышленности и технологий технологического центра в области проектирования, разработки, производства, интеграции, модернизации и послепродажной поддержки авиационных аэрокосмических систем. Турция начинает активно обслуживать и модернизировать в собственных целях доступные ей военные, а также гражданские самолеты. В начале 80-х активно создаются собственные образцы беспилотников на готовых платформах. И, как следствие, третьим штрихом становится создание 15 мая 1984 года под эгидой Министерства науки и промышленности турецкой государственной аэрокосмической компании, ставшей правопреемником предыдущей корпорации. Турция начинает производить по лицензии истребители, в частности, турецкие версии американских F-16, транспортно-патрульные самолеты CN-235, тренажеры, большое количество боевых, поисково-спасательных и других типов вертолетов. Самостоятельно разрабатывает и серийно выпускает беспилотные летательные аппараты и сельскохозяйственные самолеты, производит космические спутники. Например, с 1993 по 1995 год Turkish Aerospace произвела 46 самолетов F-16 для ВВС Египта. Расположенное в Анкаре турецкое аэрокосмическое производственное предприятие занимает площадь в 5 миллионов квадратных метров, с промышленным объектом площадью более 150 тысяч квадратных метров под его крышей. Компания располагает современным авиационным комплексом, оснащенным высокотехнологичным оборудованием и машинами, которые обеспечивают широкие производственные возможности, начиная от изготовления деталей и заканчивая сборкой самолетов, летными испытаниями и доставкой. В Turkish Aerospace работает более 2000 инженеров, из которых около половины являются инженерами-исследователями и разработчиками, работающими в военных исследовательских проектах. Турецкие предприятия занимаются производством авиационных конструкций для стационарных и винтокрылых военных и коммерческих самолетов для клиентов по всему миру,
и имеют различные партнерские соглашения с Августа Вестландия, Airbus, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Sikorsky и многими другими компаниями аэрокосмического сектора. В частности, Турция поставляет композитные материалы для производства истребителя пятого поколения F-35. Теперь давайте вернемся к Байрактару. Ударный беспилотник Байрактар ТБ-2 был разработан частной турецкой компанией Байкар Макина, которая была основана в 1984 году. В первые годы своего существования компания специализировалась на производстве автомобильного оборудования и автомобильных компонентов, но с 2000 года занялась работами в области авиастроения. Сегодня это ведущий производитель беспилотных летательных аппаратов в Турции, а также одна из ведущих компаний в сфере создания систем искусственного интеллекта в стране. Научно-исследовательская группа компаний состоит из 2000 человек, инженеров и техников. Разработка собственного проекта ударного беспилотника началась в конце 2000-х годов. Первые автономные летные испытания ударного беспилотника, получившего обозначение Байрактар ТБ-2, прошли в 2014 году. В том же году начались поставки первых комплектов БЛА вооруженным силам Турции. Турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Байрактар ТБ-2 относится к классу тактических средневысотных БЛА с большой продолжительностью полета. Байрактары в состоянии решать задачи разведки, наблюдения, а также проводить атаки наземных целей. Имеющийся на ТБ-2 комплекс авионики обеспечивает аппарату полностью автономную рулежку, взлет, посадку и полет. Максимальный взлетный вес беспилотника составляет 650 кг. Масса полезной нагрузки до 150 кг. Запас топлива на борту аппарата 300 литров бензина. Ударный беспилотник имеет 4 точки подвески, на которых могут быть расположены 4 управляемые авиабомбы с лазерной системой наведения. Авиационные боеприпасы для Байрактара были созданы крупным турецким производителем ракетного оружия компанией Roketsan. Они представляют собой планирующие высокоточные малогабаритные боеприпасы с искусственным интеллектом, которые специально разрабатывались для использования с беспилотниками и легкими штурмовиками. Боеприпасы в состоянии эффективно поражать как стационарные, так и движущиеся цели. Оба боеприпаса оснащены лазерной системой наведения на цель. Первые наиболее известные места применения байрактаров – это Ливия и Сирия. Там они проявили себя достаточно эффективно, с учетом того, что их противниками были в основном курдские формирования, и о серьезной ПВО речи не шло. При всем при этом потери этих беспилотников в турецкой армии все же были. Например, по ливийским данным за 2020 год в Ливии было уничтожено несколько десятков Байрактар ТБ-2, в основном с помощью ЗРК «Панцирь-С». Но Турция эту информацию опровергает, говоря, что в таких количествах данных беспилотников там просто не было. Вторым громким испытанием этих беспилотников на прочность стал Карабахский конфликт 2021 года. Турецкие дроны дали возможность Азербайджану контролировать почти весь театр боевых действий. Азербайджанское командование знало о дислокации армянских сил лучше, чем собственное командование последних. Устаревшие комплексы «Оса» и «Стрела», стоявшие на вооружении Армении, такой малозаметной цели противостоять не могли. В ходе конфликта только ЗРК «Тор» с определенного момента смогли частично поправить положение. Турецкие беспилотники наносили удары даже в глубоком тылу, по складам и колоннам снабжения, оставляя противника без топлива, провианта, боеприпасов и логистики. Беспилотник, даже отработав по цели, мог продолжать баражировать над позициями противника, снабжая информацией о его действиях, а еще наводить дроны камикадзе на оставшиеся цели. Азербайджанская сторона ни на минуту не теряла контроль ситуации, в то время как управление армянской стороны все больше становилось хаотичным. Результатом этого стало после успешной атаки ударного ТБ-2 потеря армянской стороной комплекса С-300. После этого конфликта про турецкие беспилотники узнал весь мир. Помимо Азербайджана, данные беспилотники закупает Украина.
Первоначальное отношение украинских военных к новой технике было скептическим. Но после Карабахского конфликта 2021 года их оценки круто изменились, и официальные лица Украины выразили желание закупать эти дроны для армии, а также наладить их сборку на территории страны. В 2022 году Байрактарам пришлось столкнуться уже с российскими средствами ПВО. Информации об их успешном применении в данном конфликте очень много, но не меньше информации о том, что средства ПВО среднего и малого радиуса действия их очень хорошо видят и достают. Изначально турецкие беспилотники чувствовали себя вполне комфортно, занимаясь разведкой, наблюдением, а в ряде случаев успешно выполняя одиночные ударные операции. Тем не менее, уже примерно с марта-апреля 2022 года российская сторона стала более тщательно относиться к прикрытию своих сил средствами ПВО. После чего, кстати, очень много вопросов стали вызывать датчики облучения ТБ-2, которые в ряде случаев вообще не реагировали на средства ПВО, в результате чего беспилотник легко уничтожался зенитно-ракетным огнем. Также в противостоянии с российскими ПВО выяснилась одна особенность ТБ-2. Для того, чтобы точно взять цель в лазерный прицел, ему необходимо спуститься примерно до 2 километров. А на такой высоте даже Тунгуска со своей зенитно-автоматной частью вооружения становится для него серьезной угрозой, не говоря уже о более мощных ПВО. Тем не менее, ничто не стоит на месте. Охотник и цель постоянно меняются местами и периодически подвергаются модернизации. Какими турецкие беспилотники выйдут из этого конфликта, покажет будущее. Но уже сейчас можно сказать одно. Как бы байрактары не хвалили и не посвящали им песни, они не станут основным видом оружия и панацеей. В противостоянии с полноценной системой ПВО турецкие беспилотники могут претендовать лишь на звание вспомогательного оружия, но никак не основного. А вот в условиях низкого противостояния ПВО их шансы на успех вырастают в разы. В заключение хочется назвать еще одну наиболее важную причину мировой популярности Байрактара. Конечно, это его цена. Турции удалось создать изделие, способное в той или иной степени конкурировать с аналогами от лидеров этого рынка. При этом стоимость байрактаров гораздо ниже, чем на аналогичные Гермесы, Хищники и Жнецы. А стран-покупателей, тщательно считающих свои деньги перед покупкой, сегодня очень много. Благодарю всех за лайки, комментарии и подписки. Друзья, не забывайте подписываться. Это очень важно. Предыдущая тема в 3 частях про разведку сильно уронила просмотры. Не интересуются у нас разведчиками. Ну или поисковые алгоритмы Ютуба не дружат с математикой. Не знаю, в чем причина. В общем, жду вас. До встречи.